Давай, по горячим следам. Рассказывай. Конечно... А почему проиграли в 2 раунда первую игру? Ну, потому что играли плохо. Ребята, они делают сетку, и можно сейчас пойти посмотреть сетку, сейчас вывесят, прямо сейчас, там, на стриме. Не успели включиться, поэтому... Но ты же сделал такую, как бы, Я мотивирующую... очень рад, что мы выиграли сегодня, вышли из группы. На самом деле, это первый выход из группы за все дримхаки последние, в которых мы участвовали. Поэтому это уже приятно, это уже прогресс. Но не ищем легких путей, как говорится. Вот. Будет у нас жесткая хардкор сеточка, я так понимаю. Ну, хорошо, мы вышли, мы идем вперед. Если ты приехал на турнир побеждать, то тут должен быть готов выиграть любой команды. Поэтому все в наших руках. Но показали, что есть моменты, над которыми надо уже задумываться, над которыми надо работать. Надеюсь, что мы выспимся и завтра будем играть еще лучше. Всем большое спасибо. Подожди. Насколько знаю, вы сегодня отдыхали, где-то купались в озере. У нас был активный такой отдых. Ну, да. может быть, это повлияло на то, что вы расслабились в конце игры. Во-первых, мы не все далеко, то есть мы определенной частью, да, потому что не все хотели отдыхать. Может быть, и как-то повлияло, но я думаю, что в первую очередь, знаешь, не успели сразу, вот бывает такое, собраться и чувствовать атмосферу, да, вот турнира, все, знаешь, как-то, ну, непривычная обстановка, там шумы, что-то плохо работал TeamSpeak, там плохо слышали, вот вроде как бы, вроде все хорошо, ведем по счету, ну, на первой карте, и вот отдаем какой-то раунд за раундом, причем вот, ну, какие-то, то есть сейчас тоже, то есть мы ведем 7-0, счет становится на 7-4 за атаку, но мы находим силы, находим ключик, да, и в итоге там играем 10-5. И чувствуется, что как бы, ну, уже показывали лучше намного игру, другую, чем вот в первой игре. Поэтому, не знаю. А что наверное, жим-жим уже там произошел капитальный. Понимаешь, что если сейчас не включимся, просто можем не выйти из группы. Ну, это жестко приехать, отыграть там 2 игры, 3 игры и вылететь сразу. Ну, у нас какие-то были. Хорошо, а что с этими ситуациями? Хорошо. Что скажешь о командочке Flipside? Как вам удалось подобрать этот ключ? В какой момент вам на самом-то деле переломили игру? Еще был такой момент, что мы абсолютно не знали, как они играют на Dust 2, и поэтому ну, как бы примерно понимали, но до конца все равно не знали. То есть, и там были моменты, где им просто везло, там они угадывали, ну, за дефенс, поэтому взяли много раундов. Взяв за атаку пистолетные раунды, ну, пару ключевых девайсов, уже было как бы тяжело, уже счет как бы у них был большой. Вот, мы там тащили, буквально там нам не хватило чуть-чуть совсем. Вот. А когда у нас был выбор, то есть мы стали на улице, понимали, что мы будем, скорее всего, играть, будет выбор между Дастом и Инферно. Вот, мы выбрали Даст. Во-первых, мы как бы в любом случае, несмотря на проигрыш, уверены в этой карте. Во-вторых, мы не хотели, то есть как бы опять каких-то новинок, то есть каких-то вот рандомов, уже примерно понимали, как они играют на этой карте. И выбор сразу изначально договорились со всеми ребятами, что мы будем играть Даст. Ну, мне вот после первой игры сразу как в контакт написали КС-команду Disband. Больно смотреть на такую игру. Прокомментируй. Ну, всегда мы знаем, что у нас есть такие резкие фанаты, которые, может быть, на эмоциях писали такие жесткие комментарии. Мы же знаем, когда мы побеждаем, они наоборот там жестко поддержку пишут. Такие у них меняются мнения, вот, в зависимости от результата. Ну, что я могу передать, ребят? Истинные фанаты настоящие, их очень много, их большинство, они всегда остаются с нами, даже в самые тяжелые минуты, и это очень приятно, мы это знаем, поэтому, ребят, которые всегда с нами, даже в самые трудные минуты, большое вам спасибо. Турниры выигрывались и с выхода со 2-го места в группе, поэтому это не показатель на данный момент. Но то, что есть над чем работать, и то, что завтра надо включаться с первой игры, это факт. У вас игра с самого утра, да? Да, игра с самого утра. Сейчас будет сетка. Могу сказать, что на турнире собраны лучшие команды. Вообще DreamHack на самом деле выиграть это очень сложно, в первую очередь, потому что здесь такая вот, здесь именно профессионалы, здесь именно жестко берутся, здесь игровая такая атмосфера и много претендентов всегда собираются. К примеру, если я не ошибаюсь, поляки, Virtus.pro, команда, которая выиграла много чемпионатов мира, по-моему, ни разу не выиграли в DreamHack. То есть, на самом деле, для меня победа на DreamHack это большое достижение. Ну, в конце концов, это еще Швеция, как бы родина очень сильных игроков. Ну, вообще, родина киберспорта на данный момент, ну, уже давно она идет, и особенно Counter-Strike. Здесь лучшие игроки мира всегда были именно из Швеции. Поэтому... Хорошо, против кого хочешь играть? Удобный соперник? Да. Я готов,
Титаны со второго вышли, если будет играть второе-первое. Ну, Будете играть либо с Ашер, либо с Нипы. Нипы, либо Virtus.pro, по-моему. Да. На самом деле все три жестких команды, поэтому я даже не знаю. Наверное, Ну вот одну из них выбери. ну, я готов с Нипами сразиться сразу. Хотел бы, да? Я готов, ну да. Вот, на самом деле со всеми командами надо будет браться. Но, наверное, самый неудобный для нас соперник это будет Virtus.pro. Ашеры мы не знаем, как играют, потому что мы с ними не играли ни разу прак. И Нипы тоже. Но против Нипов мы настроены уверенно, против Ашеров, в принципе, настроены уверенно. Хотя эти ребята сегодня продемонстрировали лучшую игру, чем мы. Вот, видно, что они много тренировались, в принципе, мы видели по пракам. Вот, ну, посмотрим. Если мы готовы выигрывать чемпионат, значит мы должны выиграть в любой команде. Еще вопрос по команде СК и Fnatic. Я знаю, что вы с СК очень много тренировались. Мы И натренировали. натренировали, не выиграли чемпиона предыдущих. Да, на самом деле Фнатики тренировались больше всех. И я думаю, действительно, ребята перегорели. Думаю, что, скорее всего, грядут замены в этой команде. Потому как после победы на Дримхаке нету результата. Практически даже в Катовице там ребята посражались, но и на Копенгагене, то есть они там заняли топ-8. Вот. Поэтому, а сейчас команда ЛГБ очень топовыми крутыми игроками распалась. И я так думаю, что должны быть какие-то, ну не сейчас, так на следующий раз, но я думаю, что уже в ближайшее время будут какие-то изменения. Но это мое мнение, никаких слухов по этому поводу не слышал. Вот, поэтому до завтра надо высыпаться, жестко браться. И, ребят, давайте. Универы, конечно, все хорошо, но Дримхак не каждый день. Лето, работа, там так. Найдите время, будьте с нами. Ваша поддержка очень нам сильно нужна. Всем пока, всех целую, обнимаю. Спасибо, Сенька, пока. большой привет.